Так, я надеюсь, вы меня будете слышать. Я сейчас в наушнике, но просто пришла такая идея, пока делаю свои дела. Хочу вам озвучить такую мысль. Мы можем сейчас спихивать на Бога, на сценарий, на все что угодно, все, что у нас происходит. Но вообще в округе я посмотрела, проанализировала в прошлом году, как я прописывала, как я вижу третью мерность, как я вижу начало четверки. Могу ориентироваться сейчас на вас, кто в начале, например. И самое главное, если у вас сейчас нет там денег, нет еды, процветания, реализации, ну ничего нету, вы, в общем-то, хотите, но нет. Я вспоминаю, опять же, вот свою проекцию, как я это проживала. Первое, нужно сразу себе задать вопрос, а сколько я отдаю в мир? Так всегда работает, а сколько я отдаю в мир? Делаю ли я сегодня максимально возможное, чтобы в мир отдать? И если я становлюсь отдающей, и если я становлюсь сфокусированной на то, чтобы людям привносить расширение, показывать им, что такое деньги, доводить их до денежного результата, убирать у них психосоматику, убирать у них стресс, переживания. То есть если я направлена, ну, в принципе, да, в третьей мерности это как называется, помогать людям. Мы давайте это так пока оставим. То есть если я направлена на помощь людям и задаю себе главный вопрос, а чем я могу сейчас помочь людям в их сценариях? Потому что та проблема, с которой люди в вашей проекции, это всегда ваша внутренняя суть. И, соответственно, когда вы будете с ними работать, вы будете вытаскивать из себя. Но пока вы не работаете с ним, да, с ними на помощь, вы хотите там, запустить курс, чтобы продавать, хочу путешествовать, чтобы наслаждаться, хочу тачку, чтобы кататься. Все это эгоистичное желание. Но если даже, например, разбирать путешествия, как я заходила, я эгоистичное желание чувствовала, что будет выгрузка события, но желание было эгоистичное, ну, невероятно. Я его через духовность прогоняла, то есть, что я, собственно, да, помогаю вам тоже сделать. Через духовность прогнала, посмотрела, как это работает. Действительно, внутренняя сонастройка пошла, и выгрузка, в принципе, где-то за 1,5 месяца меня уже сильно разожгло. То есть желание разожглось, место подобралось, курс запустился, сумма набралась и так далее. То есть очень-очень-очень много моментов, которые сложились в эту точку. И я это сделала через проекцию вас, через проекцию людей, то есть свое эгоистичное, так скажем, условно, желание я прогнала через духовную среду. Это важно, потому что если я, например, прописываю там, я хочу Мерседес белый такой-то, я на нем езжу, мне получаю удовольствие, другой вопрос сразу же ваша вселенная задаст. Зачем? Почему? Нафига тебе это надо? Потому что любой предмет, который вы получаете здесь, он вам зачем-то нужен. Зачем? И зачем? И зачем? То есть это, как мы называем, точка С. То есть мы выставляли точку Б, следом у нас следующая точка. Зачем тебе это? Соответственно, если у вас сейчас в ваших событиях какая-то нехватка, у вас какая-то, в принципе, нехватка, в любом случае выходите к людям и начинайте им максимально помогать, задавая вопрос, как я могу сейчас в своих условиях помочь людям? Потому что пока вы это не сделаете, вот это и называется нищенское мышление и то, что у вас вытаскивает в эго. А оно вытаскивает всегда на желание иметь только для себя. А в дальнейшем у вас не будет желаний для себя, но ваш комфорт и уют, он будет выстраиваться параллельно с этим. То есть задача максимально отрезать, убрать. Это классная техника, она в 80% случаев работает. Отрезать и убрать эгоистичные желания. И начинать с нулем, начинать с базой. И увидеть, что если я не хочу для людей делать, да, если я не хочу и не отдаю, соответственно, ко мне ничего и не приходит. Поэтому абсолютно каждая, кто сейчас на разборе, кого я сканирую, вы ни хера не делаете для других людей. И из-за этого у вас есть зарплата, или муж получает там 20 или 50 тысяч, условно, да, скажем. То есть вы не делаете для пространства, вы не хотите в мир отдавать, вы не делаете для мира никакого шага, да, вы не хотите проявиться, даже создать какой-то канал и картинки там кидать, да, состояние людей поднимать. А у многих из вас знания, ого-го еще какие, то есть мощность такая внутренняя. Но из-за того, что вы думаете, вот смотрите, как вас направили, и это было ложно, то есть это правда, это истина, но вам нельзя было это слышать. Вы услышали это, опять ваше эго привело, а вы думаете, что вас душа привела. Но ваше эго на желании выбраться, на желание иметь деньги привело в определенные знания.
Когда вам говорят, что все придет, все сложится, все действительно придет, только сиди и жди. И что с вами в итоге выходит? Обратите внимание, килограммы у вас выросли. То есть есть люди, которые, да, например, полгода со мной не были в коннекте, не заходили на курсы и потом снова приходят. Вы скатились, килограммы набрались, с деньгами там у вас как минимум ноль в ноль столько же, как максимум страдания увеличились, потому что ваши триггеры внутренние, они настолько кишат, что вы начинаете видеть вокруг богатых людей, естественно, у которых, да, расширяется сейчас творческая составляющая, они начинают проявлять эти деньги просто так вот раз-два, потому что это просто энергия, которая, она желает и жаждет приходить. И когда я, например, хочу сейчас отдавать и отдаю, ну, настолько, насколько мне в рамках позволяется, да, в определенных рамках я нахожусь в физическом теле и вместе с вами прохожу этот путь. Но на моем пути сейчас, в этой точке, я вижу, что это действительно все люди, которые обращаются с тем, что у меня чего-то не хватает или у меня нет реализации, у меня нет денег, вы просто не идете в путь максимального отдавания. И как только вы это попробуете, вы просто попробуйте это. Максимальное отдавание, максимально делиться. Вот сколько у вас сегодня в сутках есть времени, да, вы работаете, пришли, раздвинули границы, час, два, три, проводите эфиры, берите людей на разборы, берите на диагностики, берите на сессии, ведите каналы, размножайтесь, плодите свое знание – говорите сами с собой, заводите YouTube-каналы. То есть, в принципе, ваша задача будет плодить свою энергию. Что происходит в этот момент? Ваше поле, которое до этого оно мертвое было, вы начинаете в свое поле говорить, что у нас было, кстати, в группе «Аналоговая система Творца». Вот эта практика, она очень схожа. Та практика, что я дала, она очень схожа с вот этой теорией, которую я сейчас пытаюсь донести. Я знаю, что многих сейчас включит. Вы в свое поле говорите каждый день: все хорошо, все будет классно, вы видите людей, которые развиваются, вы видите, как вы провели кого-то, вы начинаете повышать свою уверенность. То есть на вашем этапе это обязательное условие. То есть я еще не видела никого, кто перепрыгнул через это. Есть один момент, если вам попался мастер, к которому вы пошли, и вы заплатили сразу, что, например, было у более известных людей, где, например, рассказывал Невил Годдард, то есть их шайка, так скажем, да, и оккультная система, она позволяла встретить какого-то такого особенного человека, который проведет их, и отдавали люди последние деньги, то есть все сбережения абсолютно отдавали все, и мастера отказывались брать. Почему? Ну, потому что никто не хочет мараться о более низкую энергию. Ты должен видеть четко, что человек идет, что он с напором, поэтому с первого раза еще и не принимали. И люди ходили, стучались, добивались. Соответственно, есть очень много авторов, которые, ну, даже на Ютубе, да, вы можете через аудиокниги найти. Скавел Шин туда же относится. То есть в любом случае есть люди, которые находили какого-то мастера, и этот мастер с ними прорабатывал систему программирования. И это работа, это внутренняя работа. Но когда я сижу в определенном шаблоне, когда я знаю, что действительно, да, есть ум, есть шаблон, я жду, вот так не работает. То есть вы не сделали внутренне, тогда получается ничего, и внешне ничего. Вы сидите в медитациях, а медитации реально не работают, потому что вы чуть-чуть не можете дожать диапазон частот, немного вам не хватает, или как минимум диапазон частот нормальный, а проводник, который вас проводил, он до верха не добрался. Такое тоже может быть. И вы, когда слушаете медитацию, вы не можете провалиться в то самое состояние, когда дверка открывается, куда можно как бы нашептать, да, новую вашу программу. А что такое новая для вас программа? Это то, что вам откликнется. Никогда другой человек, никогда гипнотерапевт даже не сможет вам внушить какие-то слова, которые не ваши родные, потому что у вас есть ограничительный экран, у вас стоит фильтр. Там в мозгу стоит фильтр. Ваш ум никогда не даст привнести в себя то, что не его. А вот то, что его, действительно откликается. Да, это очень мне нравится. Поэтому кому-то сейчас нужно было это услышать точно, однозначно. То есть, если у вас сейчас есть такая проблема, ваша задача не курсы клепать,
а просто выходить к людям и говорить: пойдемте вместе, просто пойдемте вместе, я беру, я беру, я беру. Наберите 100 отзывов мне. Девочки, кто у меня был в мини-чате, например, в мини-курсе и не можете сдвинуться, просто берите людей и наберите 100 отзывов. Просто провести, я просто проведу за отзыв, я просто с тобой поработаю, я просто проведу сессию. И постепенно вы увидите, что у вас набираются отзывы, у вас есть определенный вектор, вы увидите, чем именно вы помогаете человеку, потому что у вас здесь может сразу выработаться какой-то инструмент. Это важно. И также вот кто сейчас курсы запускает, да, ради того, чтобы курс нужно запустить. Идея пришла, она горит, и ее нужно реализовать. Сразу же могу сказать, что на курс может никто не прийти, потому что вы ничего не потратили. Опять же, в любом случае такова система. И вы это видите, и вы это сами пишете. Это так оно работает. Единственное, вот у всех вот есть как закон. То есть, если я запустила курс и понимаю, что я ничего-то не тратила в этом месяце, я оборот-то не делала, кто ко мне тогда придет? Тогда, по сути, нужно запустить этот курс ради самой идеи. Зачем? Затем, что в подсознании у вас идея горит, и если вы ее не реализуете, она закапсулирует большой сгусток энергии, у вас будет стресс. Если вы реализуете, у вас выработается дофамин, окситоцин и, соответственно, серотонин, вы будете чувствовать вот этот прилив гормональный, и это лучше, чем вы закидываетесь шоколадками. То есть гормональный всплеск, ваше удовольствие, оно будет настолько колоссальное, когда вы идею получили, вы ее реализовали, вы ее увидели. Главное себе затем не сказать: так вот, люди-то не пришли, а людей-то было мало. Самое главное увидеть, что идея реализовалась.